Здравствуйте, друзья! В этом видео мы вам расскажем о алгоритме Hierarchical Risk Parity, кратко HRP. Этот термин я буду использовать в течение всего видео. Этот алгоритм относится к Hostile Allocation Models. Это такой класс алгоритмов, который помогает инвестору выбирать, какие веса распределить между своими активами в портфеле. Что это значит? Дам простой пример. Например, у вас есть три акции. Акция А, акция Б и акция С. И у вас есть энная сумма, например, $1 000 000. И вы хотите распределить $1 000 000 между этими тремя акциями. Как вы выберете, какую сумму распределить? Вы можете просто дать по 1/3 на каждый актив. Но если вы хотите сделать какой-то более сложный метод, здесь есть набор разных алгоритмов. Так, традиционным на рынке долгое время считался портфель Марковица. Данная методология распределения активов была еще создана в 60-е годы Марковицем. Этот метод является стандартным, и он даже описывается в большинстве финансовых учебников. И хотя данный портфель является оптимальным в теории, по факту, когда его пытались использовать в реальности, он показывал намного более низкий уровень доходности, чем теоретически. Это связано с несколькими проблемами. Во-первых, доля активов в портфеле Марковица сильно меняется со временем. Так, например, класс активов А мог иметь вес, условно говоря, 10% в 2010 году. И через несколько дней вес этого актива мог уменьшиться до нуля или подняться до 20% из-за небольшого изменения цен на рынке. Вторая проблема. Марковиц любит давать некоторым активам очень большую концентрацию. Так, например, если у вас в портфеле около 100 акций, он может дать одной акции 20, 30, а то и больше процент от всего портфеля. Что, как вы понимаете, приводит к излишнему риску и понижению реальной доходности в будущем. HRP был создан как некая альтернатива Марковицу, которая при этом позволяет добиваться более стабильных весов. Так, веса меняются во времени линейно, не скачкообразно. Вы не увидите, чтобы одна акция улетела от 10 до 0 за несколько дней в вашем портфеле. Второе. Так, обычно концентрация активов ниже при использовании HRP, чем при Марковице. Такая ситуация, которую я описывал, что 20-30% всех активов улетает в одну бумагу, более редкая. Но также может случаться. В чем главное отличие HRP от Марковица? Так, Марковиц использует теорию графов и машинное обучение для создания кластеров активов. Для каждого кластера он находит уровень риска и пытается распределить веса так, чтобы кластер, у которого более низкий уровень риска, имел более высокий вес. Подробно, процесс создания HRP состоит из 3 шагов. Во-первых, происходит расчет матрицы расстояний на корреляции. Что это означает? Звучит очень сложно, но сам метод довольно простой. Мы просто считаем корреляцию между каждыми активами в вашем портфеле. Корреляция между активом А, активом Б, активом С, активом А и так далее. Затем мы считаем матрицу расстояний между ними на основе корреляции. Чем больше корреляция, тем меньше расстояние. Чем меньше корреляция, тем выше расстояние. Второе. Мы кластеризируем все эти активы на основе этой матрицы. Это происходит на основе создания дендограммы на матрице расстояний. Дендограмма — это такое дерево, возле каждого которого находится какой-то кластер. Третье. После того, как мы разбили все наши активы по разным кластерам, можем оптимизировать веса. Так, каждый кластер получает более низкий вес, если имеет более высокий уровень риска. Если вам непонятно, давайте перейдем к более простому примеру на основе реальной жизни. Возьмем 3 акции: AMD, Nvidia и Meta. Так, мы знаем, что AMD имеет более высокий риск, Nvidia имеет более низкий риск, чем AMD, но самый низкий уровень риска у Meta. Также нам известно, что AMD и Nvidia находятся в одном кластере из-за того, что они оба производят чипы. А Meta находится в другом кластере, так как это социальная сеть. Ну, если вам известно, это Instagram, Facebook и WhatsApp. Если вам кажется, что мы дали кластера специально, то нет. Алгоритм автоматически распределяет акции по кластерам. Он не знает ничего об AMD, Nvidia и Meta, кроме как движения их цен. В то же время только эта информация позволяет
правильно разбить акции по кластерам. Так, вернемся к нашему примеру. У нас появляется два кластера. Meta в первом кластере и AMD Nvidia во втором кластере. Уровень риска Meta, как я сказал ранее, самый низкий. Так, Meta получает более высокую долю портфеля – 55,6%. А кластер AMD Nvidia получает более низкую долю портфеля – 44,4%. Теперь мы спускаемся на уровень ниже. Переходим к кластеру 2 AMD Nvidia. У AMD доля 18,4%, а у Nvidia доля 26%. Почему так? Как я сказал ранее, у AMD более высокий уровень риска по сравнению с Nvidia. Поэтому алгоритм дал более низкую долю для AMD и более высокую для Nvidia. Вы можете заметить, что сумма 18,4 плюс 26 равняется изначальному весу кластера 2, что является правильным. Алгоритм делает так, что сумма весов всех активов внутри кластера никогда не может быть выше, чем сумма весов, чем сам вес самого кластера. Преимущество HRP. Во-первых, это уменьшение волатильности портфеля. Портфель становится менее рисковым при сохранении изначальной доходности. И поэтому мы реже видим ценовые шоки при управлении портфелем. Второе. Снижение бета-показателя. Это означает, что мы меньше зависим от ценовых движений по всему рынку. Третье. Стабильность самого портфеля. Как я сказал ранее, HRP не меняет веса каждого актива скачкообразно. Это из-за того, что корреляция обычно между активами меняется линейно, то и веса активов внутри метода HRP также меняются линейно. Нюансы метода. Этот метод не особо популярен сейчас на фондовом рынке, потому что обычные портфельные менеджеры не используют количественные методы для распределения активов в своем портфеле. В то же время этот метод является довольно сложным. Нужно довольно высокий уровень знаний, а также данных для того, чтобы использовать его в реальной жизни. Поэтому в Atlas Capital реализовали его с нуля сами и начали использовать в недавнем времени. Так, например, в декабре с помощью алгоритма HRP мы сделали несколько инвестиционных решений. Так, HRP-алгоритм подсказал нам повысить веса в нашем портфеле для активов, которые имеют более низкую корреляцию с фондовым рынком США, чем наши остальные активы. Например, у нас есть класс активов казахстанских бумаг, который по определению имеет более низкую корреляцию, чем все остальное. И мы подняли их веса до 20% нашего общего портфеля. Такие компании, как Каспий, Казахтелеком, Халык и Казантопром. Также у нас есть акции компаний из других стран, таких как TSMC, ASML и Canada Goose. Их веса также были увеличены, что позволит нам снизить общий уровень риска и добавить стабильности в нашем портфеле. В заключение хочу сказать, что традиционные методы управления портфелем, как Markowitz, постепенно уходят в прошлое. И мы в Atlas Capital, идя в ногу со временем, решили использовать HRP метод. Так, HRP помог нам снизить нашу общую волатильность, поднять Sharpe Ratio и сохранить инвестиционную доходность. Что доказывает, что это мощный инструмент для управления портфелем, который, однако, требует высокий уровень экспертности в сфере Machine Learning, Quantitative Finance и умением программировать. Надеюсь, что сегодняшнее объяснение было полезно для вас. Если у вас остались вопросы, обязательно задавайте их в наших комментариях, мы на них ответим. Ставьте лайк, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик.